Как защитить продукты питания, да, там было? Да-да. Ну, не покупать некачественные продукты питания, и все, и, значит, их не будут производить. Вот, а если вы все-таки покупаете, то, значит, они вам нужны, и поэтому их будут производить. Тут же нужно что понимать? Вот часто такое слышу, ну вот смотрите, вот там колбаса, значит, там, ну, мясо только половина, там, да, и так далее, гадость такую производят. Ну, во-первых, производят, потому что покупают. А покупают, потому что она им нужна. Потому что если вы, вот, значит, вас выбрали президентом, и вы отменили такую колбасу, запретили, то вы должны понимать, что люди начнут голодать, потому что люди же покупают такую колбасу не потому, что она им больше нравится, чем там, где сплошное мясо, а потому что она им доступна. То есть так они останутся вообще без колбасы, а так, ну 50 килограмм, вернее, процентов мяса они все равно едят. Поэтому только сам человек должен определять, значит, что для него качественно, что его не для качественно. Раньше, когда китайские товары были совсем-совсем там никакие, но зато там практически бесплатные, очень дешевые, тоже их ругали. И причем, ну, раз их заводили туда там тоннами, ну, значит, их тонны здесь и покупали. Почему? Потому что люди другие, более качественные товары купить не могли, а им удовлетворять потребности было необходимо, как любому другому человеку. Поэтому вот это для них было за счастье, что вот такие товары все-таки появлялись. Как только благосостояние людей выросло, и люди уже там стали покупать, стремиться по качественные товары, а такие совсем уже никуда не годящиеся перестали покупать, но их и привозить перестали. То есть на рынке появляется всегда только тот товар, который нужен людям. А качественно, некачественный следует оценивать только самому потребителю. То есть для каждый человек сам для себя оценивает, вот для него этот товар. Причем он же не, значит, оперирует, не размышляет понятиями там качества, некачества. Вот. То есть он вот этот подходит, этот не подходит, этот дорогой, а вот этот, в принципе, нормальный. Вот таким образом оценивают. А это уже можно потом, значит, там, не знаю, там технологии, там кто там берет эти там тестировщики, значит, экономисты, инженеры могут оценивать, там, сравнивать товары по качеству, там, не качеству, качество, цена и так далее. Но идеальная ситуация, когда каждый сам человек для себя выбирает. Вот есть там масса выбора на полке стоит, человек подходит и выбирает то, что ему нужно. То есть он понимает, что если там, значит, эта колбаса стоит, не знаю, сколько она там сейчас стоит, там, неважно, за сколько там 100 гривен, а это там 30 гривен. Но он же понимает, что, ну, это очевидно качественнее. Да, возможно, там есть какой-то маркетинг, бренд, да, но в любом случае очевидно, насколько это качественнее, это менее качественно, но он решает. А он решает, исходя из своих возможностей. Ну, не может он за 100 гривен купить, даже если бы хотел. Но зато за 30 может купить. А вы хотите ему, ну, я не автор вопроса, а вообще там образно говорю, вы хотите ему запретить, чтобы возможность покупать эту колбасу за 30, например. Что в этом хорошего? Ну, ничего хорошего. Более того, вы не только его жизнь ухудшите, вы ухудшите жизнь людей, которые эту колбасу производят. Потому что рынок вот этой дорогой колбасы занят, то есть то предприятие не может его выпускать, например, или там технологически не может выпускать, может только такую. Если вы запретите эту колбасу, то есть и потребители окажутся, для кого это был основной способ питания, условно говоря, будут голодать фактически. И будут уволены все, значит, работники, которые эту колбасу производили, и тоже будут голодать. Любое вмешательство государства в любой экономический процесс только ухудшает жизнь людей. По-другому быть не может. Приведу еще раз свой тоже классический пример. Один человек производит шоколадку, второй хочет ее купить. Встретились, почем продаешь там? 40 гривен. Ну, в принципе, нормально, как раз мне нужна шоколадка. Взял, купил, этот с прибылью, этот с шоколадкой, все счастливы. Вот это свободный рынок. Что может тут улучшить государство? Оно может либо защитить одного, либо другого. Либо сказать, нет, шоколадку можно продавать только по 20 гривен, я буду защищать потребителя. Ну, тогда производитель скажет, ну, извините, тогда мне неинтересно производить шоколадки, там, значит, буду тратить в кругосветном путешествии все, что заработал. Все, завод закрываю, продаю на металлолом, все. То есть прибыли нет, люди без работы, человек без шоколадки, ничего хорошего здесь делать нельзя. И либо можно защищать производителя. Нет, давайте мы его поддержим, по 40 вы слишком дешево покупаете, должно быть 60.
Ну, тогда потребитель скажет: нет, ну я тогда буду лучше пойду мороженое куплю, шоколадки мне не нужны, вот, или просто там отложу деньги, там пусть лежат, вдруг потом подешевеет и так далее. Все, то есть этот без мороженого, без шоколадки, этот без прибыли, опять всех уволили, все опять разрушилось. Все, не вмешивайтесь, и все будут и производить шоколадки, и покупать шоколадки, и все будут в шоколаде и с прибылью. Вот таким образом. Поэтому по поводу качества продукции, покупайте качественно. Можете, если вы переживаете, что кто-то не разбирается, вот и хотел бы покачественнее, но такой глупый и покупает некачественно, создайте компанию по объяснению людям, значит, какая качественная, какая... Сертификационный центр создайте, коммерческий, и сертифицируйте, значит, там, эту колбасу, например. Вот и колбаса с вашим сертификатом, там любые параметры можете на него писать, и тогда потребители приходят, смотрят, вот этот такой сертификационный центр, я ему доверяю, он пишет, что вот это такая колбаса, это такая, по этой причине я выбираю эту колбасу. И вам производители колбасы платят за эту услугу, что вы его сертифицируете. Вы скажете, ну, если кто-то не будет, ну, тогда его, значит, на полке колбаса без сертификата. И потребители видят, это сертифицированная колбаса, это непонятно какая, покупать будут меньше, поэтому на следующий день прибегает к вам производитель этой колбасы и говорит, ну, все-таки проверь мою колбасу, мне нужен сертификат, иначе вообще труба. Потребители меня достали, ничего не покупают. Но тут нужно понимать, так как свободный рынок, будут и другие сертификационные центры, которые будут конкурировать с вами по там, точности оценки, там, по правильности оценки, по правильности выбора параметра оценки там, и так далее. По надежности, там, обманывают, не обманывают потребителей, будут конкурировать. В том числе в результате конкуренция будет и по цене, то есть они будут дешевле предлагать производителям оценку, а вы будете конкурировать. И вот все сертифицировано, все дешево. А сейчас у нас один сертификационный центр государственный, значит, занес взятку и получил сертификат, а там миллион сертификационных центров, и так уже не получится. Потому что если вы начнете выдавать за взятку сертификат, во-первых, ну тогда люди поймут, что то, что в вашем сертификате написано, это все фигня, и не будут обращать на ваш сертификат внимания, потребителя я имею в виду, а это значит, ваша услуга уже не нужна производителям, потому что на ваш сертификат не обращают потребители внимания, и вы обанкротитесь. Поэтому невыгодно взять взятку. А кроме того, а что значит взятку? Ну, у вас есть стоимость вашей услуги, вы получаете оплату за свои услуги, и вот ваш заработок, зачем вам взятка. Поэтому на самом деле в свободной рыночной экономике, если же говорить о какой-то там сертификации, контроле, то все будет намного серьезнее, точнее и без обмана. Либо может сложиться ситуация, никто же не знает, как сработает рынок. Возможно, потребителям там до лампочки какие сертификаты. Там, мне нравится цвет этой колбасы, я покупаю эту колбасу. И на вкус она, в принципе, окей. И по цене она мне подходит. И, возможно, потребители скажут, если они не будут обращать внимание на сертификаты, ну тогда и сертификационных центров не возникнет, ну и проблемы нет. Поэтому на рынке не может быть какой-либо нерешенной проблемы. Если вы считаете, что есть проблема, значит, контроля и сертификации, если вы считаете, что такая проблема, значит, эта проблема будет решена, то есть будут возникать сертификационные центры. Если такой проблемы все-таки нет, и вы ее надумали, ну, значит, и не надо никакой сертификации. Поэтому рынок решит любую проблему. Повторю, во время войны в глухом селе баба Галя покупает 3 апельсина, и при этом непонятно, как это происходит.